Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем проходить метро Last Light. И сейчас мы находимся на станции, которая заражена вирусом. Похоже, что красные сделали это намеренно, чтобы... Не знаю, чем они, конечно, руководствовались, но я думаю, что они хотели испытать оружие и одновременно разделаться с неугодной станцией. А впереди меня только неизвестность. И я все думаю, там кто-то есть, похоже. Господи, надо быстрее проходить, иначе. Так, это еще что такое? Странно. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что, эксперимент прошел успешно. Надо Так, он прямо... генералу корпусу. Сделаешь? Лесницкий прямо надо мной. Куда это я вообще пришла? Так, секундочку, я тут ничего не пропустила? Боже мой, смотрите-ка, это просто огромное место казни. Занаеска сошла с ума. Скоро это все сгорит полностью. А мне все-таки надо помнить о том, что... Так, этот свет, откуда он идет, интересно. Мне что, вниз прыгать? Я не могу идти почему-то. А, вот. Так, потушим этот фонарик. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Так, похоже, Лесницкий увел Анну куда-то. Так, что тут такое? Ужас, веселый какой гад. Осторожней, не забрызгайся. Мерзость какая. Они по-прежнему таскают трупы. Фух, так, что же мне... Ой, прячься. Надо же было ему повернуться, а тут еще один подходит. Смотрите-ка, все мне такое. Давай, заходи куда-нибудь в сторону. Тут свет. Так, смотрите, вот генератор, кстати. Да, меня тут видно. Каким образом? Нет, уже не видно. Так, там у нас один смотрит в сторону. А наверху у нас еще кто-то есть, да? Да проходи ты, ой. Ага. Ты тут один такой, да? Эй! О, какой ужас. Все же верно. Послушай, недосыпа и не такое чудится. Ужас какой. Что они с ним? Они просто Да что ж такое? добивают. Как гвоздь в подошве. Какой еще гвоздь? А, вот тут еще кто у нас? Музыка. Красный меломан. Музыку включать не будем? Артем, держи противогаз. Только нам нужно спешить. Залить, что ли, прятку? Ой. Так, сюда лучше не идти. Так, этот мост просто обвалится подо мной, я чувствую. Если он начал прогибаться, только я на него ступила, то я просто уверена в том, что он обвалится. Так, а что тут подозрительно? Мне пора идти дальше. Смотрите-ка, мы этот свет выключили. Так, ладно, с тобой что ли разобраться? Там больше никого нет. И свет, Артем, сразу же. Фух, молодец.
Ну что, у тебя тут какие-то припасы, фильтры есть, и это хорошо, потому что у меня с фильтрами беда какая-то. Так, а что же дальше делать? Боже мой. Вот еще один. Не знаю, стоит ли к нему подходить, потому что он меня увидит. Или нет, не знаю, короче говоря. Там кто-то еще, кажется, есть, да? Ладно, займемся, наверное, все-таки вот этим. Вот, блин, его нельзя оглушить. Не могу же я тут куковать без конца. Мне нужно двигаться дальше. Так, жалко, что трупы нельзя куда-нибудь задвинуть. Боюсь, что может прийти патруль. Тогда мне мало. А, вот номер 2. Вот он. Что-то там тыкает в лампу. Меня тут видно и очень хорошо. Да, он тут не один, он еще кто-то. Фух, тихо, тихо, не спешим, не спешим. Там у нас неизвестно что. Я не хотела менять. Верни ко мне мой револьвер. Фу-фу-фу. Упс, еще один. Так, этот смотрит куда-то в сторону. Слушайте, они такие все забавные. Кто здесь? Но он же меня тут не заметит. Слушай, Кошмар. И в сторону отходим. Что у нас там? Из этого огня я вообще никого не могу увидеть и различить. Так, что у нас здесь? Еще один бедняга в своей каморке. прокололись мы тут. Ну кто ж знал, что у них там пулеметы? Ну а что делать-то теперь? А что тут? Пулеметы. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. Про что они говорят? Так, тут у нас... Господи, тут нельзя даже подходить никуда. Точно! Так, может быть, он пойдет смотреть вот это помещение? Нет, он не пойдет. Второй пошел наверх. Боже мой, их тут так много. Фух. Надо очень осторожно двигаться. Боже мой, фильтры у меня так и уходят. Тут никак не пролезть, нет? Нет, похоже, здесь вообще пройти невозможно. Надо что-то делать, надо выходить на это пространство. Боже мой, никто не хочет? Ага. Что же, мне немножко надо отойти в сторонку. Может, он сюда пойдет, нет? Ой, я этой руки испугалась, Артем, ты что делаешь? Надо решаться на что-то. А, вот он. Боюсь, что его товарищ может меня увидеть. А второй у нас где? Неизвестно где, боже мой. Тут так хорошо все видно. Второй. Идем наверх, что ли? Вот тут никак не пройти. Ой-ой-ой, тут слишком хорошо все видно, блин. То ли есть, никого нету. Так, понятно, значит, он тут довольно хорошо все видит. Сквозняк все же. Так и простыть не думаешь. Хе-хе. Может, поиграть с ним?
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как тут хорошо меня видно. Это очень плохо. Я не знаю, по этой лестнице что ли подниматься? Это немного рискованно. Жалко книги. Целая библиотека. Не, ничего. Давай. Где еще кто-то был? Фу, что за калашника у тебя? Подожди-ка. Так вот. Мой калашников же со мной, да? Да. Фух, осторожненько ходим. Тут еще кто-то есть. Он же с кем-то разговаривал. Или нет? Что я вообще тут делаю? Мне кажется, в другую сторону надо. Да, тут целая огромная библиотека была. С кем же он разговаривал? А? Я что-то не пойму. С кем? Нет, тут уже все. Все мертвы, никого тут нету. Начинаю думать, что мне надо сюда именно продвигаться. Там вот этот стоит. Он прям в эту сторону смотрит, это же надо. Придется рискнуть, прям по огню топать. Ой. Да ничего себе-то, обвал произошел. Так, что ж делать? Меня могут заметить. Раз, два. Как же быть? Где же мне можно спрятаться, интересно? Смотрите-ка, вот тут что-то еще. Жилище какого-то бедолаги. С фильтром можно было и повременить, конечно. То есть их ничего не смущает. Может, можно было как-то... Ох! Пойди проверь, мужик, пойди проверь. Ну как к нему подойти, когда он просто на меня смотрит? А, подожди-ка, тут можно наверх? А, нет, наверх нельзя. Фух, я все никак не решусь на эту вылазку. Давай-ка мы вот тут походим, еще посмотрим, что тут у нас. Просто тут тупик. Горелка, ничего особенного. Вот тут все горит, короче говоря. Тут никак не пройдешь, да? Боже мой, я боюсь к нему подойти. Сейчас вся моя миссия полетит как под хвост. Сделаем вот так вот. Ноль внимания, да? Тебя это даже не отвлекает. Что? Отходим. Получилось. Так, второе. Вот еще у нас наверху кто-нибудь дрожит. Или нет? Ой, сейчас этот мост как навернется. Где мой ножичек? Он где-то улетел сюда. Куда-то сюда. Ладно. Улетел, ну и ладно. Сейчас как мост навернется прям на голову. Надо пройти вот в это место, чтобы на меня он не упал. Тут у нас, конечно... А, вот и ножик где-то был. Ладно, уже нету. Или я его забрала? Ага, вот так вот мы, получается, обходим это опасное место. Ты один тут на страже стоишь? Или еще кто-то есть? Похоже, он тут один. Дальше только дверь куда-то ведет. Ай, я горю, я горю. Ну все, можно в эту дверь пройти. Фу. Тревога! Артем,
Что происходит? Не дергайся, а то глотку ей перережу. Я ничего не делаю, он сам идет вперед. Значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Снимай противогаз. И я ее отдам. Считаю до 5. Артём, не надо! Он все равно меня убьет, он уже предавал нас! Раз. Ошибаешься. Ладно, допустим. Господи, где мой противогаз? Зачем ты это сделал? Сейчас мы найдем, там в здании есть противогаз. О, Успеть! что происходит? Кольцевой! Там Ганза! Так, я, кажется, неправильно, это было неправильное решение. Сейчас только задохнется. Не хватало. После такого... Так, я надеюсь, что... О боже. Черт, это же рейнджер! Артём, я здесь! Боже мой. Ты же без масок! Да мы не заражены, мы уже вышли со станции, нам только дышать нечем. Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Да эти красные просто больные подонки, что они делают вообще? Фух, я рада, что... Я думала, что неправильно мы поступили. Может быть, надо было стрелять в этого Лесницкого. Короче, надо было проявить больше решительность. Теперь мы что, на карантине? У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Мы что, в Это госпитале? так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И Упс. твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Это так мило. Ау. London Bridge is falling
долго пробуду. Если я буду тут сидеть. Давай, давай, мне перевязку делать будут. А пока ты тут, приходится вести себя прилично. Дай хоть поорать в сласть. Забавно. Домой пойдем. Скоро, совсем скоро. Чуть-чуть осталось. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Кого повезли? Не видно тебе? Да разве поймешь? Скоро мы ее... Она так себя вела только потому, что мы ей очень нравились, и она этого просто боялась. Я соскучилась. А может быть просто все это стечение обстоятельств. Какой ужас. После ночи любви окунаться в эту атмосферу смерти и ужаса. Видишь как? Ничего, нас тоже скоро. Все под карантином, но и мы тоже. Но нам вроде бы уже не грозит никакая опасность. Господи, господи, господи. Боже мой, почему тут никто не убирает трупы? Почему? Боже мой, все эти люди... О, заражены. Так, должна же быть какая-то... Должно же быть какое-то противоядие. Я просто уверена, что оно будет. Так, это, похоже, доктор, чумной доктор. Напоминает времена чумы. Мирные твои и примирные блага. Да вместе с нами приносит благодарственные мольбы тебе. Всещедрому Богу и Создателю нашему, Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим, помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия Федора. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о недужном рабе его Федоре. Аминь. Кто-то молится, и, возможно, эта молитва спасет чью-то жизнь, если другие люди на станции смогут найти решение. Это все ужасно. Здесь все люди перемешаны с кровью, грязными тряпками. А этот считает себя здоровым. С трупом, боже мой. Возможно, он и правда здоров, и врачи просто не уследили за тем, что происходит. Этот тоже заперт с трупом. Бедняга. А ведь он мог бы запросто порвать пленку, но не делает этого, потому что это будет... Потому что это повлияет. Не стойте здесь, опасно. Многие из них ранены. К врачу. Что же это за вирус Не такой? задерживайтесь. Как красные могли такое сделать? Мне кажется, это переходит уже все границы. Ну, конечно. Что теперь делать? Что делать, доктор? Что делать, что делать? Вы не хуже меня знаете течение болезни и прогноз. Знаю. Все знаю. Но как же так? А вот так. Вас предупреждали о мерах безопасности, о перчатках, о маске. Вы расписывались. А теперь вы мне, как же так? Да, да. Но ведь дети. Как с ними в маске? И не поговоришь. Они ведь плачут. Им страшно. Я понимаю, я все понимаю. Но вы их не спасли, а себя погубили. А нам так не хватает рук. Вы ведь могли бы стольким еще помочь. Да. Мог бы. Мог. Ладно, пока назначим вам симптоматическое лечение, а там посмотрим. Слишком... В последнее время встречаются случаи выздоровления. Не будем терять надежду. Да-да-да. Я думаю, что все возможно. Представляете, вот такая история медика, который за доброту поплатился своей безопасностью и здоровьем. Охрана. В палаты здоровым нельзя. Идите через И, лабораторию. наверное, до сих пор маски. Через лабораторию. Так, эта книга у нас больных, да? История болезни. Не сойте здесь, опасно. Так, это у нас что-то вроде морга, да? Он труп даже стоя находится в этой каморке. На самом деле жуткое. Все жуткое. Но теперь у нас, кажется, есть девушка. Хотя надо бы еще подумать над поведением Ани. Очень хорошо. Дальше. Возможно, она смягчится после нашего сближения. Каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно.
Понимаете ли, случаев Лаборантка с и доктор. благоприятным прогнозом пока всего 2. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Господи, это же труп. Кто проводит вскрытие? Труп в костюме. Да, жуткое зрелище. Действительно жуткое. Сказали же им все вещи сдать. Послушать можно запись? Барахла сколько? Да что уж теперь. Им-то ничего, а нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Хотя установишь тут, ага, 3 раза с кисточкой. Ну, начальству виднее. Бактериологи надеются Дальше установить. охрана, дальше. Проходите. Я охрана? Ну хорошо, пусть считают меня охраной. Фух, это, конечно, страшно, очень страшно. Я надеюсь, что мы сможем какое-то противоядие изобрести. Здесь тоже проводится вскрытие, берутся образцы вируса. Если я правильно понимаю, скорее всего, что такие есть. Фу, боже мой. Господи, сколько тут живых и умирающих. Очевидно, что персонал не успевает трупы убирать. Хотя некоторые из них просто стоят и ничего не делают. И я не готова туда пойти. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Так что, выдыхаются такие эпидемии? Похоже на то. Это что-то вроде МРТ. Давай пройдемся по факту. Сканирование. Что мы имеем? Прежде всего, в новых образцах отмечается явно выраженный моноцитоз. Действительно, образцы с 317 по 323 поставлен моноцитоз. А если учесть, что поражаться в первую очередь должны именно моноциты, И до сих пор поражались. В предыдущих пробах из ядерных одни нейтрофилы. вывод может быть только один. Эпидемия идет на спад. Но все же не будем торопиться. Проверим остальные, тогда и будем делать окончательные выводы. То есть вирус относительно быстро погибает? Да? Что ты мне можешь сказать? Проходите, проходите, здесь опасно. Глаза тоже нужно защищать. Не стойте здесь, Это опасно. же слизистая оболочка. Маска. Маска это еще не все. Так, Сюда нельзя. Зона особой опасности. там, похоже, происходит вывоз трупов. Или же осмотр вновь прибывших. Бедные люди, неизвестно, что у них. Что, тут наверх нельзя? Так, с кем тут можно поговорить? Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. В первые 2 дня смертность составила 95%. Хорошо, химический душ сейчас На примем. третий 25. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это Исконная. не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас, через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Печально. Подарок из прошлого. Смертельный подарок от красных жителям станции. Что же мы тут? Значит, у того доктора, который без маски общался с зараженными детьми, есть шансы выздороветь. Смотрите-ка, еще одна записочка. Столько заметок я не читала, потому что происходило столько всего. Но если хотите, вот я сейчас попереключу, можно будет их почитать, что за закат, ночь. Я такого не помню. Венеция. Так, вот, кажется, это заметка заражения. Карантин. Ну и замечательно. Очень за вас рад. Возможно, по плану красные должны были войти на уже мертвую станцию. Пустим вас в общий круг.
население которой было бы выкашено вирусом. Но вирус действовал слишком медленно, и им стало невтерпёж. Выжившие свидетели говорят, что когда на станции началась зачистка, части местных удалось сбежать на соседнюю кольцевую Октябрьскую. Но за ними следовали ликвидаторы. Если бы на кольцевой не оказался отряд Ордена, отбивший атаку, в руках красных сейчас были бы 2 новых станции, а Ганза оказалась бы разрублена пополам. К счастью, этого удалось избежать. Новый случай, ты о чем? Неужели военный штаб? Но откуда? Откуда? Так, этот, похоже, знает что-то про оружие. То есть он считает, что... Попал именно сюда. Почему сейчас? Что же это значит? Что все это значит? Это значит, что красные решили испытать вирус на этой станции. Как же хорошо, что сохранилось оборудование. Проходите, здесь опасная зона. Это, похоже, зона карантина, где... Это вновь прибывшие, которые могут быть заражены. Я правильно понимаю? Так, некоторые боятся, что их запрут вместе с уже зараженными, и таким образом они просто заболеют. Гляньте, как красиво. Собачка, что ли? Или... Да, собачка. Какие-то странные глаза. Настроение довольно удрученное у людей, потому что... Да уж, никто не ожидал такого поворота. Приезжий, ты того, проходи отсюда, не толпись. Нам бы тоже перекусить. Давай, проезжай себе. А что тут происходит вообще? Я что ли? Так, я хочу посмотреть на людей еще. Так, некоторые в масках, некоторые нет. Да смотрите, тут целый настоящий кордон. Этим людям ничего. Так, ну что, я могу? Я прохожу. Мужик. Я прохожу. Да. Не каждый может пройти за этот забор. Сейчас начнется... Сейчас бунт начнется. Я чувствую, что они... Так, они сейчас не выдержат. До этого еще не хватало. Вот пора. Говорили же, стоять. Каждый день такое, каждый день. Сколько можно? Опять бумагу переводить. Вот уроды, ну не могут без выборков. Солдат можно понять, но и толпа, в которой нарастают панические настроения, может быть непредсказуема. Так, что это у нас такое за... Да, закрывай дверь, потому что я хочу глянуть. Эй, а это что у нас тут такое еще? Чьи-то патрончики? Я думала, там можно открыть дверь, посмотреть. Ух, жутковато как, а? Смотрите, вон вода течет. Тут можно было еще куда-то заглянуть. Эта часть станции, похоже, полностью пустая. Коммуникации. Это что-то вроде кран с водой. Людям и так негде ютиться, но враждуя между собой, убивая друг друга, они оставляют себе все меньше мест для того, чтобы жить где-то. Мне кажется, или я слышу женский плач. Можно как-то прыгать? Я не могу, да, только ходить и осматривать все вокруг. Фонарик тоже? А что это такое странное? Вот это вот опасное соседство с канистрой с бензином. Проходите, здесь нельзя. Ты чего в засаде сидишь, слушай? Это довольно странно. Какие классные глаза.
Такой прикольный. Ладно, не отвлекаемся, что-то я начала отвлекаться, непонятно на что. Кто плачет? А этот, похоже... Я могу наверх как-то залезть, нет? Нет, нельзя. Этот, похоже, поджидает тех, кто может прорваться. Чего ты в засаде сидишь, человечек с зелеными глазами? Что же у нас там? Боже, это еще что такое? Все-таки это похоже... Я не знаю, галлюциногенные это грибы или нет? Может, просто грибы? Артем, я здесь. Да подожди ты, я хочу посмотреть, боже мой. Тут что, просто открытое небо? Мы в противогазе? Нет, мы не в противогазе. Скорее всего, он просто в маске. Очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Мы заразились вирусом любви. О, господи. У кого-то сахарные диабеты. Как же мы купим, если все там осталось? За него же Ганза дерет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Да, это же наши, Спарта. Мы бы сейчас рванули с тобой, но приходится ждать, пока ганзейцы подтянут подкрепление. Ничего, бусинка. Надо спешить. Все еще впереди. И увидимся на базе. Со щитом или на щите, солдат. Первое мне нравится больше. Но кое-что меня беспокоит. Давай позже поговорим на посту. Фух, сделаем небольшую паузу. Я чувствую, что у нас предстоит... То, что здесь красные оказались. Чего они такую активность развели? Увеличили количество патрулей. На эту чумную станцию вон отряд прислали. Ну, может, к войне с фашистами очередной готовятся. Не похоже. Они бы тогда в районе Рейха концентрировались. А тут наоборот силы распыляют. Тогда силу демонстрируют. Вроде и вы, Спарта, не нужны уже, когда они все проблемы решают. Это может быть. Понятно, полностью нас заменить они не смогут. Но вот надавить так на наше начальство возможно. Ну, поживем, увидим. Это точно. Я не поняла, они знают о том, что это красные сделали? Сейчас Или нет? поболтать никак. Давай через пару часов. Да, я вижу, как ты сильно занят. Фух, сделаем небольшую передышку, и я думаю, что в следующий раз нас ждут просто головокружительные приключения с Ханом. Вот он меня уже ждет. Ребят, спасибо вам за просмотр. Я думаю, что вам было так же интересно, как и мне. Эта серия была с долей эротизма, так же, как и в Венеции. Но нас мало встречает суровая реальность метро. И в следующий раз я чувствую, что мы снова полезем куда-нибудь наверх, на поверхность. Да, Хан? На месте Хана я бы, конечно, уже и с Артемом разговаривать не стала после того, что он сделал.